Бог Тор и Рагнарок. Бог Тор известен в скандинавской мифологии как всемогущий бог грома и молний, непобедимый силач с роскошными рыжими волосами и бородой. Он был рожден от верховного бога скандинавской мифологии Одина и священной богини земли Йорд. Любимого первенца нарекли Тором, именем которое происходило от древнегерманского слова «гром». От своих великих родителей Тор впитал все самое важное – живительную силу земли от матери и могущество всех четырех стихий, которыми управлял бог неба Один, его отец. Среди общеевропейских богов-громовержцев культ Тора приравнивают к таким известным мифологическим фигурам, как славянский бог Перун, греческий верховный бог Зевс, индийский бог Индра и литовский бог Перкунас. Великое предназначение бога Тора. Ему суждено было пробуждать природу весенними бурными грозами, орошать дождями землю, делая ее плодородной, напитывать спасительной влагой растительность на земле и сопровождать перелетных птиц, указывая им нужное направление. Но в скандинавских мифах бога Тора прославляли еще и как защитника богов и людей, обладающего недюжинной силой. Он сражался с коварными великанами и чудовищами на Далеком Востоке, не пуская их в Мидгард, мир, населенный людьми. Без его помощи туго пришлось бы людям, расплодились бы великаны, как сорная трава, и заполонили бы собой все пространство. А в обители богов Асгарде его почитали как верховного стража, охраняющего их спокойствие от натиска врагов и готового в любую минуту прийти на помощь, лишь только будет громко произнесено его имя. В жены Тору была уготована золотовласая богиня Сив. Свои роскошные золотые локоны она получила от бога Локи взамен тех, которые он ей обрезал. Проживали они вместе с детьми в чертоге, состоящем из 540 комнат. Бог Локи считается в скандинавской мифологии зловредным существом, меняющим свои обличья. Его маленькие шалости и проказы в начале пути со временем сделали его олицетворением всего зла. Именно бог Локи своими коварными проделками приблизил Рагнарок, гибель всего мира и богов. У Тора и Сив имелась совместная дочь Труд и пасынок Уль, который считался первоклассным лучником и великолепно владел лыжами. Но были у Тора и сыновья Магни и Моди, которых родила ему его возлюбленная великанша Ярнсакса. Тангни-Остер и Тангриснир – бессмертные козлы, везущие колесницу Тора. Бог Тор перемещался по небу и земле на колеснице, запряженной двумя уникальными козлами – Тангниостром и Тангрисниром, чьи клички означали «скрежещущие зубами» и, соответственно, «скрипящие зубами». Почему для передвижения были выбраны именно козлы? Да потому что путь Тора был полон препятствий. Горы и скалы, чащобы и вулканы, протоки и бурные воды. Ни одна лошадь не выдержала бы такой нагрузки и сбила бы не одну сотню подков. Поэтому выбор пал на бессмертных быстроногих козлов, которые могли к вечеру пасть замертво или быть убиты самим Тором, чтобы приготовить из них что-то съестное, а на утро воскресали вновь, освященные волшебным молотом Тора, о котором позже будет рассказано более подробно. Железный молот и пояс силы – чудодейственная атрибутика Тора. У бога Тора было два могущественных волшебных атрибута, о которых упоминается во всех скандинавских мифах. Это боевой молот Мьёльнир, выкованный из железа, и чудодейственный пояс силы. Боевой молот Мьёльнир, что в переводе означало «молния», был выкован специально для Тора братьями-карликами. Получив в дар этот молот, Тор олицетворял его как сочетание созидательных и разрушительных сил, символ удачи и процветания земли. Молот имел короткую ручку и при этом массивный боек, поэтому держать его было нелегко. И тогда специально для Тора были изготовлены массивные железные рукавицы, помогающие удерживать и метать чудодейственный молот, которым Тор вызывал громовые раскаты, расщеплял деревья и раскалывал надвое головы вражьих великанов, защищая людей и богов. Чудодейственный молот, обладающий волшебной силой, всегда попадал в нужную цель, после чего неизменно возвращался как бумеранг к своему могучему владельцу. Этот атрибут силы делал Тора непобедимым. Вторым волшебным атрибутом Тора стал пояс силы, щедрый подарок одной из жен его всемогущего отца Одина, великанши Грид.
Тор с детства славился своей недюжинной силой. В десятилетнем возрасте легко мог носить тяжелое отцовское оружие. Став чуть старше, и вовсе демонстрировал чудеса. За один раз легко поднимал с земли десяток тяжелейших медвежьих шкур. Поэтому Грит решила сделать ему поистине величественный подарок, преподнеся пояс силы, который увеличивал силовые возможности Тора вдвое. Бога Тора с его могущественными атрибутами, молотом и поясом силы во многих скандинавских мифах сравнивали с Индрой, индийским богом грома, молнии и войны, а также со славянским богом Перуном. Тор вошел в мифологию как сокрушитель зла, в качестве которого выступали великаны Йотуны, постоянно стремившиеся похитить у него молот и застать врасплох без пояса силы. Великая трагедия Рагнарок и судьба Тора. По хронологии скандинавских мифов, вслед за последним сражением хтонических чудовищ и богов наступает Рагнарёк – гибель всего мира и богов. События, предшествующие этой трагедии, развивались в следующей хронологической последовательности. Гибнет юный бог Бальдар, что расценивают как предвестие Рагнарёка. Наступает эпоха морального хаоса, в которой рушатся все родовые нормы и понятия, происходят кровавые распри между близкими родственниками. На Земле происходят природные катастрофы, наводнения, землетрясения, с неба слетают звезды, а солнце словно чернеет. Гудит Игдрасиль, мировой ясень, о чем повествуется в прорицании Вельвы. Хтонические чудища неистуют и вырываются на свободу. Среди них мировой змей Йормунганд, волк Фенрир и бог Локи, их отец. Локи выплывает из царства мертвых, Хель на корабле, построенном из ногтей мертвецов. Встают на великую битву великаны, среди которых направляющийся с юга Сурт, обладатель огненного меча, который в скандинавской мифологии считается ярче, чем солнце. Настает время великой битвы. Хеймдаль, охраняющий богов, дает сигнал, трубя в рог. Это призыв Одину собирать свою дружину на битву. Далее следуют известные события. Верховный бог Один погибает в схватке с волком Фенриром. Видар, сын Одина, мстит за отца и разрывает Фенриру пасть. События накаляются. В схватке с огненным великаном Суртом погибает бог Фрейр, после чего Сурт безжалостно сжигает своим огнем мир людей. Человечество погибает. На долю Тора в этом сражении выпала схватка с гигантским змеем Йормунгандом, рожденным Локи. Благодаря своему молоту Тору удалось лихо снести голову мерзкому чудовищу. Но судьба оказалась безжалостной и для Тора. Из пасти снесенной головы змея на землю разлился гигантский поток яда, в котором и утонул сам Тор. Возрождение после Рагнарока. Как известно, за гибелью всегда следует возрождение чего-то нового. Так и за гибелью человечества и богов последовал ряд событий, позволяющих понять, что все опять возродится сначала. Младшее поколение богов, в числе которых выжили Видар и Вали, сыновья Одина, а также Магни и Моди, сыновья Тора, обосновываются в местах, где раньше располагался Асгард. Вслед за этим происходит великое примирение вернувшихся из царства мертвых Бальдара и слепого бога Хёда, убившего его. Не все так плохо оказалось и с уничтоженным миром людей. В густой роще, укрывшись от страшной битвы, удалось выжить двоим людям – мужчине и женщине, которым судьбой было суждено дать начало новому человеческому роду. Интересные факты. У германских народов бог Тор настолько популярен, что в его честь даже назван один из дней недели – четверг. История Тора экранизована и широко известна по мегапопулярному американскому триквелу «Мстители», в котором роль Тора исполнил Крис Хемсворт, а также по трилогии «Тор», снятой режиссером Кеннетом Браном по мотивам одноименных комиксов издательства Marvel Comics.